Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим о народных приметах на 11 мая. Что можно делать в этот день, что ни в коем случае нельзя делать. Все далее более подробно в этом видео. Итак, друзья, по народным приметам на 11 мая судили о лете и об урожае. В народном календаре этот день получил название Максимов день, Максим и Евсей, Максим Березосок или Мамантий. А также обращали внимание, что вот именно святого Максима в народном календаре связали с березовым соком. А вот церковь и верующие в этот день чтят память апостола от 70 и Асон и других мучеников Дади, Максима, Квинтилиана и святого Кирилла. С этого дня жители начинали собирать сок березы. Его можно было использовать в лечении больного человека или для профилактики своего здоровья. Те, кто страдал лихорадкой, могли даже облить тело полностью этим соком, чтобы больной смог ощутить силу дерева. Считалось, что самый целебный и вкусный сок находился на верхних ветках, поэтому нужно было приложить максимум усилий, чтобы туда добраться. Пользы от напитка будет мало, если его заготавливать в туманный или дождливый день. В наше время врачи рекомендуют пить березовый сок 3 раза на день, как противовоспалительное средство. Обратив внимание в этот день на погоду, на природу и животных, можно сделать несколько очень важных выводов. В ближайшее время будет дождь, если звезды сильно мерцают на рассвете. Летом будет много урожая и гроз, если ветер весь день дует с юга. Березовый сок более целебный, если его собирать в ясную погоду. Еще хороший урожай предвещает звездная и теплая ночь. К ясному лету будет ясный восход солнца. Погода будет хорошей и сухой, если над водой долго не будет расходиться туман. Погода может резко поменяться в худшую сторону, будут дожди и буря, если облака длинной полосой будут изгибаться. Не рекомендуется сегодня стричь волосы, прокалывать уши, потому что есть опасность навредить себе этим в самом ближайшем будущем. Хорошо в этот день будут заняться активным отдыхом, спортом и профилактическими процедурами. Также у вас может появиться возможность побывать в каких-то интересных местах. Поездки наверняка порадуют вас, подарят вам много ярких впечатлений. Все сомнения и метания останутся в прошлом, а такие мелкие процедуры можно будет перенести на следующий день. Если вы запланировали помолвку в этот день, не стоит рассказывать никому о своих планах. Брак может быть недолгим после. Сегодня может захотеться оградить вашего любимого человека от всего плохого, однако это окажется не так просто, как вам кажется. Проявите себя сегодня с лучшей стороны, и у вас, безусловно, все получится. Главное не бояться трудностей и верить в себя. Очень полезны сегодня поездки и прогулки, отправляться на них стоит вместе с любимым человеком. Вечер идеально подходит для гармонизации взаимоотношений с любимым человеком. Сегодня можно организовать встречу в каком-то интересном месте. В непринужденной атмосфере вам удастся обсудить многие вопросы, важные при этом для всех. В выходные дни отправляйтесь на романтическую встречу, она будет незабываемой, ведь вы сможете вспомнить все события, которые произошли в день помолвки. Обязательно нужно будет заказать фотографа и видеосъемку для такого торжества. Спустя долгое время вам захочется вспомнить этот день и как все это было. А такие вещи очень помогают и хранят воспоминания на много-много лет. Сегодня у вас будет очень серьезный разговор, который может оказаться очень тяжелым и не принесет удовольствия. Однако он просто необходим для того, чтобы расставить все точки над и прийти к чему-то важному и обоюдно выгодному решению. Поэтому будьте терпеливы сегодня и мужественны. Не стоит сегодня доводить ситуацию до той стадии, когда ничегошеньки в ней сделать уже будет нельзя. Проблемы стоит решать сейчас и желательно сегодня. Вот увидите, все хотят того же, просто по каким-то причинам вам об этом не говорят. Вы сегодня можете волноваться из-за пустяков и легко впадать в тоску и печаль.
Иногда с вами будет просто невозможно разговаривать. Вы все будете видеть в настолько мрачном свете, что легко можете заразить своим депрессивным настроением окружающих. Не позволяйте мрачным мыслям захлебнуть вас, так как они могут оттолкнуть вас больше, чем вы думаете. И постарайтесь увидеть светлую сторону. Постарайтесь сегодня держаться и не впадать в тяжелый пессимизм. Очень скоро настроение опять поменяется, и ваша жизнь опять станет позитивной. Вначале желание расширить кругозор может заставить вас и, возможно, вашего романтического партнера подумать о получении новых знаний. Вы всегда были надежным и преданным другом, вот и сегодня будете преисполнены удивительной положительной энергией и с готовностью броситесь на выручку любому человеку, которому понадобится ваша помощь. Проявите сегодня инициативу и предложите свою помощь тем, кто стесняется об этом попросить. Ваше здоровье не вызывает опасения, особенно в том случае, если вы весь прошедший период не забывали и не беспокоились. Но если вы не обращали на себя должного внимания, у вас есть еще время все исправить. Стоит записаться на консультацию к врачу, сдать нужные анализы, провести осмотр всего тела и организма, которые, возможно, ранее подавали какие-то знаки. День очень хорош для решения жилищных проблем, покупки и регистрации недвижимости. Только перед этим обязательно проконсультируйтесь с юристом. Он сможет помочь разобраться в тонкостях всех документов, указать на вещи, которые стоит взять во внимание. Если вам покажется, что стоимость завышенная, не жалейте денег, зато вы не будете нервничать в будущем. Сны в этот вечер будут светлыми, помогут или укажут на те вещи, которые помогут вам разобраться в себе и в своих чувствах. Если так получилось, что сон неприятный, то не зацикливайтесь на нем. Так ночью вы избавляетесь от всех плохих моментов, которые накопились в течение целого дня. Именинники сегодня: Кирилл, Максим, Анна и Виталий. Также обращаем ваше внимание, что нельзя 11 мая собирать сок у одиноко стоящих берез. Считается, что в одинокие березы заселяются души умерших не своей смертью людей. И сок этот может быть, наоборот, вреден. Также 11 мая детям до 3 лет не нужно стричь волосы и ногти. Можно навлечь большие беды. Нельзя сегодня прокалывать уши, снимать сережки, надевать новые сережки, проблемам со слухом. Также в Максимов день принято просить друг у друга прощения. Обиды и разногласия скоро забудутся, и утраченные дружеские связи обязательно восстановятся. В этот день, 11 мая, запрещается умываться обычной водой. В противном случае на коже появятся неприятные пятна. В этот день необходимо протереть кожу березовым соком. Он способен избавить вас от различных пигментных пятен, веснушек, угрей, а также не даст появиться новым пятнам. Не пейте в этот день чай с медом. В противном случае к вам будут липнуть неприятные люди, от которых вы не сможете избавиться. Также в этот день запрещается прокалывать уши, ведь наши предки говорили, что так можно оглохнуть. Если снимать сегодня сережки, произойдет то же самое. Также в этот день категорически запрещается стоять и ходить против ветра. В противном случае вы можете заболеть. Исключение может быть только в том случае, если ветер дует с юга. Говорят, что такой ветер способен принести в дом бодрость и энергию. Именно поэтому наши предки, если в этот день дует южный ветер, старались как можно быстрее покинуть дом, брав с собой ладанки, и шли навстречу ему, чтобы он обдул их со всех сторон и надул в ладанку здоровья. Также в этот день запрещается останавливаться у плакучих ив, тем более обнимать или сидеть под ними. В противном случае вы привлечете к себе определенные неприятности. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 11 мая 2022 года.
По лунному календарю нас сегодня с вами ожидает 11 и 12 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Дева. Вы знаете, это сегодня у нас с вами будет напряженный день, который считается самым сильным из всего лунного цикла, а также одним из самых удачных из всего лунного месяца, несмотря на свою суровость. В организме происходит пробуждение мощных сил. Сегодня можно увидеть, как реализуется то, что задумалось или наметилось в начале лунного месяца. С другой стороны, сегодня сложный и неоднозначный день, двойственность которого скажется на всем, что будет сегодня происходить. К сожалению, многие люди в этот день не смогут контролировать в себе эти две стороны и будут удивляться собственным взрывам раздражения, вспышкам ярости, которые будут исчезать так же внезапно, как и появляться. Энергия распределяется в это время очень неравномерно. То будет казаться, что вы уже можете свернуть горы, то уже через минуту будете падать от собственного бессилия. Также эти лунные сутки помогут обрести себя только тем, кто умеет владеть энергетическим потоком и перераспределять его самостоятельно. Только так можно справиться с тем энергетическим вулканом, который обрушится сегодня на многих. В моменты такого обрушения может открыться истина, которую нужно запомнить и понять, потому что всплески энергии сегодня сильны, но очень кратковременны. Предельная внимательность и крайняя осторожность помогут уберечься от неправильных решений. Для намеченных на сегодня дел необходима планомерная подготовка. Если подготовка не проведена, то и начинать дела не стоит. Перегружать себя нельзя, но и пассивность сегодня противопоказана. Проявите внимательность, осторожность и во всем соблюдайте баланс. Свою энергию сегодня лучше направить не на результат, а на процесс и приложить усилия к завершению начатого. Важно, чтобы действия имели позитивную направленность, иначе мощная энергетика может разрушить все на своем пути. Бросать начатое сегодня не рекомендуется, нужно обязательно доводить все до конца. Что же касательно стрижки волос, то сегодня любой мотив для визита в салон красоты – это отличная идея. Попробуйте сделать новую стрижку, но придерживайтесь классических вариантов. Результат будет ошеломляющим, и вы буквально устанете от комплиментов. Волосы порадуют блеском и здоровьем после косметических процедур. После посещения салона красоты прогуляйтесь по интересным и красивым местам. Сходите в кинотеатр, музей или в ресторан. Стрижка в этот день позволит встретить свою судьбу, а неуверенным в себе обрести уверенность. Если ваше финансовое состояние не позволяет провести вечер в салоне красоты, это не повод отказаться от прелестей жизни. Позовите подруг и устройте спа-салон дома. Потом наденьте красивую одежду и приготовьте ужин при свечах для мужа, подруг или хотя бы просто для себя. Вы получите максимум удовольствия от этого дня и притянете обязательно удачу в свой дом. Окраска натуральными красителями расширит деловую деятельность. В этот день день повышенной энергии, уложите волосы особенно хорошо. Сегодня лучше исключить из планов охоту, потому что в этот день взаимодействия именно с животным миром. Кроме того, предполагается осторожное обращение с насекомыми. Избегайте укусов, будьте осторожны с колющими и режущими предметами. Сегодня тот день, когда падающие ножи и вилки предупреждают об опасности. Тем, кто не контролирует силу и энергию, предпочтительнее будет воздержаться от серьезных дел. Вот такой, друзья, у нас с вами день 11 мая по народному календарю и по лунному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно, друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне более интересно. И смотрите, там много полезной, важной, нужной, интересной для вас информации.